Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 11 по 17 сентября. Давайте узнаем, что думают карты, как они представляют эту неделю для вашего знака. Конечно, будем реалистами, но вы люди очень интуитивные, и я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и какой-то инсайт вы определенно получите. Первую карту мы достанем и назовем ее традиционно, что важно знать на этой неделе. Чему, может быть, эта неделя будет посвящена, или что самое главное выйдет на первый план. Давайте достанем карту. Давайте вот эту. Ага, четверка жезлов, прекрасная карта, особенно в плане мы как будто на якоре, в хорошем смысле. Жезлы достаточно и энергии, достаточно какого-то боевого запала, но в меру. Достаточно вдохновения, чем-то мы, может быть, увлечены будем, но есть определенный баланс, есть стабильность, есть уверенность в себе. И эту карту еще в другой колоде называют праздник после победы, мои дорогие. Значит, что-то хорошее у вас получится. Когда мы с собой остаемся как и довольны, так мы собой еще и где-то, ну не то чтобы гордиться, но можем что-то перспективно себе запланировать, потому что свою силу чувствуем, чувствуем, что мы управляем ситуацией, то, что у нас все под контролем. Вот то значение якоря, о котором я сказала. Ну и хорошее настроение по этой карте тоже предполагается, поэтому что важно знать. Стабильная, как бы благополучная неделя. Ну давайте достанем все остальное. По одной карте не всегда скажешь. Чего не избежать или неожиданности для вашего знака, мои дорогие скорпионы? Что может быть? Ну, не сама неожиданность, хотя по королеве мечей это прообраз Юдифи. И, может быть, будет, ну, как бы контакт с таким человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы весы водолея или имеет асцендент. Или, если мы говорим про прообраз Юдифи, то тогда это захочется с чем-то разобраться раз и навсегда, от чего-то отказаться. Или, я бы сказала, с учетом четверки жезлов, это что-то для вас, какая-то обстановка либо прояснится, либо какое-то дело может быть у вас закончено, например, вы его завершаете. Или так складываются обстоятельства, что, может быть, какой-то вопрос сам по себе отпадает. Или, может быть, это вы пойдете, к примеру, все-таки по придворным картам, именно мечевым, часто проходят у нас узкие специалисты, к примеру. У кого-то врачи могут пройти, у кого-то именно по этой карте учителя могут пройти. Может быть, это вы именно педагог. Или какие-то структуры, когда мы ищем информацию, что-то согласовываем, подписываем документы. Или еще кто-то из узких специалистов, который, ну, как специалист именно в своей области, помогает нам решить тот или иной вопрос. Но вообще это карта логики, хладнокровия и интеллекта. Мы принимаем решения, все просчитываем, а потом действуем. Может быть, чего не избежать. Может быть, это вот в этих энергиях вам и придется тоже находиться, решая тот или иной вопрос. И тогда карта четверка жезлов рядом, которая выпала первая, нам будет свидетельствовать о том, как раз вот мы сказали, праздник после победы. На этой неделе есть все предпосылки, ну, решить что-то в вашу пользу, когда вы останетесь довольны. Ну, давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Или что нам может помешать? Ну, явно, чтобы что-то нам помешало, шестерка, точнее, карта влюбленной, извините, старший аркан. Это карта взаимопонимания, это карта приятных эмоций, это карта, хотя может и говорить, что мы стоим на каком-то выборе или ищем выход из создавшегося положения, или контактируя с тем или иным человеком, нам как будто придется делать выбор в какой-то области. Хотя, конечно, карта больше говорит о личной где-то жизни, но в то же время это старший аркан может проигрываться в любой сфере, области нашей жизни. И значит, если все три карты мы вместе соединим как смысл, то тогда словно есть его величество выбор или развилка судьбы. И вы принимаете какое-то важное решение вот так хладнокровно и интеллектуально. В итоге вы остаетесь довольны, что-то все равно у вас получается сделать, и сделать это правильно. Правда, у кого-то это в личной жизни проиграется, у кого-то по работе, или
по вашему бизнесу или, например, вопросы вашей карьеры как раз тоже могут проиграться. Но если мы говорим, чему все-таки в значении, чему сейчас не время, напрямую карта влюбленной не говорит о, может быть, о какой-то помехе значимой, но, может быть, не время торопиться делать выводы, или, я бы сказала, их озвучивать, но есть то, что мы сможем решить. Другой разговор. Решать только вам, мои дорогие скорпионы, но я все же могу предположить. Это ведь может быть не один и тот же вопрос. Может быть какая-то совершенно разная история из разных сфер, областей жизни. Есть то, что мы, как будто с чем мы разбираемся и что нам удается, да, допустим, как решить, оформить, согласовать, для себя с чем-то разобраться. Но может быть тогда и карта для кого-то из вас влюбленной, чему сейчас не время. Может быть не время, если, я бы сказала так, касается личной жизни, может быть даже не время делать выборы или не время ставить перед собой какой-то выбор или какие-то задачи по части вашей личной любовной истории или пытаться какую-то запутанную ситуацию, может быть, разрешить или словно сыграть последний аккорд. Это, наверное, для одного-двух, может быть, и проиграется, но я так надеюсь, для большинства из вас будет именно то значение, которое я определила, озвучила прежде. Давайте мы узнаем, что нам будет помогать. Что для скорпионов будет помогать на неделе. Снова у нас мечевая карта, и хоть это и паж мечей, когда мы ищем информацию, либо приходит какая-то новость, и нам она каким-то образом помогает. С учетом королевы мечей, значит, будет как минимум один раз информация, которой надо уделить внимание. Может быть, она и поможет вам прояснить какую-то обстановку, либо решить какой-то вопрос. Но чаще по пажу мечей, когда это мы именно хотим знать правду. Мы хотим докопаться до какой-то истины. Так вот, копаться можно, но отношения выяснять точно не на этой неделе. Может быть, кому-то на самом деле захочется разобраться с каким-то вопросом и словно отрезать. Все-таки есть такое значение по королеве мечей. Или поставить в чем-то точку. Но карта говорит: подожди пока, наверное, не на этой неделе точно. Прояснять тот или иной вопрос. Или, знаете, это как размышлять, может быть, предполагать. Или допускать альтернативные варианты развития событий, мои дорогие скорпионы. Вот это да, хорошо. Но вот так, чтобы вердикт, как будто с подписью, печатью именно на этой неделе, наверное, нет. Больше сохраняем все то, что у нас есть. А дальше как будто будет видно. Давайте мы спросим, а что скрыто от вас, мои дорогие скорпионы? А вы можете не видеть какой-то его величество случай, колесо фортуны. Или вам какая-то обстановка, которая на данный момент времени, вот на эту неделю, вам может казаться в каком-то одном ракурсе, а на самом деле какая-то либо, знаете, основа этой ситуации или какой-то информации, она может быть какой-то иной. Мы на первый взгляд что-то можем не рассмотреть. Мы можем где-то неправильно воспринять информацию или какую-то новость. Вот этот момент есть. Или мы можем на что-то согласиться, а в последующем останемся один на один с какой-то ситуацией, можем ее потом сами где-то расхлебывать. Поэтому не торопитесь, ни да, ни нет, не говорите, да, как в детской игре. Побудьте где-то с серыми кардиналами, манипуляторами, понаблюдайте, как будут развиваться события, что говорят люди, что они делают, как, может быть, прислушавшись к интуиции, допустить, как может развиваться ситуация и как будет, допустим, она для вас складываться в одном варианте, во втором варианте. По колесу фортуны именно в этой колоде 50 на 50 как будто. Это может быть какая-то действительно удача, шанс, а мы можем где-то не воспринимать даже какую-то либо новость, либо предложение. Тут чаще всего какое-то предложение или ситуация. С одной стороны, то, что на первый взгляд выглядит как так себе или как-то патово, может как раз сыграть для нас в плюс, мои дорогие скорпионы, или в последующем развиться во что-то доброе и значимое. И наоборот, когда поначалу
то, что выглядит заманчиво, привлекательно и перспективно, на деле будет каким-то тупиком. Не случайно в этой колоде у нас показан мудрец, который как будто внизу проползает под колесом и не участвует в этой лотерее жизни. Он предпочитает чего-то избегать. А кто знает, может быть, это он решил удалиться так вот по-английски. Так вот, для вас, мои дорогие скорпионы, где-то нужно быть готовому к его величеству случай. То, что мы не можем ни запланировать, не предугадать, но хладнокровие, выдержка. И если мы отталкиваемся от того, что как будто риска для вас не должно быть никакого, с собой рисковать категорически нельзя. И значит, если вы видите, допустим, начали какое-то дело или даже начали общение с кем-то, это ведь может быть просто какой-то разговор, который подразумевает какое-то соглашение, к примеру, да, на длительный период времени. Ну, поначалу выглядит все красиво, но в процессе вы видите, что нет, куда-то не туда это все идет. Тогда надо по-английски буквально удалиться, наверное, как этот мудрец. Потому что вот это очень по Скорпионе, когда надеемся сами на себя. И вот по колесу-то фортуны мы надеемся сами на себя. И если с этой точки отсчета мы рассматриваем любую ситуацию, значит, мы предвидим для себя как раз то направление, куда нам попросту не надо. Вот это ведь у нас то, что скрыто. То есть то, что поначалу выглядит с плюсом, может впоследствии сыграть в минус. И наоборот. И если это наоборот тоже, поэтому как будто и отказаться ни от чего мы не должны. Вполне вероятно, поэтому нам выпадает карта в позиции, чему сейчас не время или что нам может помешать. Аркан влюбленный, и, как я сказала, есть значение выбора или как будто развилка, бывает, проигрывается по этой карте. И если кто-то из вас, правда, оказывается перед выбором, то, наверное, вердикт не на этой неделе. Дайте ситуации развиться самой по себе или дайте человеку проявиться в полной мере, выговориться, высказаться, а впоследствии вы сделаете выбор. А если нужно, то вы найдете еще дополнительно какую-то информацию и как раз можете прояснить тот или иной вопрос. Давайте мы с вами узнаем дела, работа, бизнес. Каковы энергии на неделю. Еще одна карта говорит о том, что ну точно не выбор, не вывод. Еще одна четверка. Четверка это всегда какая-то статика, нет движения. И мы по этой карте складываем оружие. То есть это мы как будто не двигаемся куда-то. Для кого-то из вас это могут проиграться те вопросы, когда, если, предположим, предыдущий период для вас был достаточно интенсивный, иногда может даже какое-то недомогание, как будто нас так немножко вывести из формы. Почему? Потому что подразумевает эта карта иногда то, что мы сами как будто себя не тормошим и можем просто или банально взять отдых, какой-то отпуск, ну или как недомогание уложить в постель, вот я сказала. И тогда как будто стопор, может быть не для всех понятно, но для кого-то, когда мы не можем что-то предпринять, когда мы предпочитаем отойти в тень, как будто за кулисами побыть. И, наверное, вы, мои дорогие скорпионы, или у кого ситуация такова, что сейчас форсировать не время, вы люди интуитивные, скорее всего, вы будете чувствовать, что вот это мой случай, значит, я в чем-то не участвую. Привести мысли в порядок, так нам тоже советует карта. А у кого-то проиграется так, что вы будете, может быть, проходить обследование, или обращаться к стоматологу, или еще к каким-то врачам. Тоже может такое проиграться. Давайте мы посмотрим, что с финансами, как энергетика по деньгам. Шестерка мечей. Здесь больше это карта заслуженного успеха, и она нам говорит о каком-то последующем успехе. Правда, тут может на кону стоять что-то интересное, как интересное предложение, которое мы можем сначала не воспринять. И даже именно почему? Потому что либо есть сомнения, либо есть то, что выглядит как-то недостаточно привлекательно. Но мы от чего-то определенно не должны отказаться, потому что есть то, что нам принесет успех, это выпадает на деньги, и буквально деньги. У кого-то смена работы в последующем, или, предположим,
у вас на работе по месту вашей профессиональной деятельности или службы меняется руководство или какие-то происходят изменения. И может быть весь коллектив в какой-то панике или в шоке, все идет как-то не так, новая метла по-новому метет. Так вот для вас эта ситуация, скорее всего, мои дорогие скорпионы, проиграется как раз в последующем со знаком плюс и принесет какой-то успех и финансовую стабильность тоже. Победа, потому что любая 6 это уже победа. У вас шестерка мечей, успеха выпадает на финансы. Но это больше про работу нам говорят, о приложенных наших усилиях каких-то, которые потом проигрываются в конечном итоге, как успех, ну и финансовый успех в том числе. Что-то перспективное, правда. Хотя то, что на первый взгляд может выглядеть никак. И наоборот. Личная жизнь, мои дорогие скорпионы. Вот хочу пониже достать карту для вас. Давайте. Семерка пентаклей. Вообще 7 это как бы пауза. Когда сколько ты себя не тормоши, есть какие-то объективные, может быть, условия, обстоятельства, события, когда ничего не меняется. Вообще по этой карте это пентакли и буквально деньги в рост. У кого-то может проиграться так, что деньги задерживаются или могут задержаться, или по независящим от вас причинам какие-то, может быть, ну, сбои, может быть, в электронных системах расчета. Как будто деньги мы получим, но не сразу. Или пусть это касается даже карты не денег, а тоже своего рода пауза. Пауза – это не то, что ничего не происходит. Карта говорит о том, что каких-то глобальных перемен или изменений в личной жизни на этой неделе ну, вряд ли они будут. Спокойное течение жизни. Ну, может быть, для кого-то из вас это будет еще и ожидание по тому или иному вопросу, если мы говорим либо про документы, либо про любой другой вопрос. Но все карты, вот если так в целом суммировать, с одной стороны, мы чего-то не должны упустить. С другой стороны, разобраться может быть сложно. Что же это для меня будет в последующем? Есть какая-то составляющая на этой неделе, когда придется в моменте здесь и сейчас кому-то отвечать. Либо да, либо нет. То тогда по колесу фортуны мы словно, знаете, вот по-хитрому надо будет поступить. Вроде не сказать «нет», а сказать «да» так, чтобы без обязательств, мои дорогие скорпионы. Поэтому, ну, манипуляторами быть придется, потому что какая-то 50 на 50 обстановка, которую просчитать пока вот на данный период времени будет сложно, а то и невозможно. Но чего-то не упустить, у вас выпадает шестерка мечей. Понимаете, тут что-то на хорошую перспективу для вас может сыграться в плюс. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.